Всем привет, друзья! Сегодняшний мой мастер-класс не типичен для моего канала. Это будет не игрушка, это будет не кукла, это будет даже не сумка из джута. Это будут вот такие замечательные носки, которые вяжутся на круговых спицах одновременно 2 штуки. Вот такие красивые. Смотрите, вот такой носок красивый. Вот такая пяточка красивая. В этом носке буквально все красивое. Конкретно эти носки длиною 24 сантиметра. Но я сегодня буду вязать немножко поменьше. Это на размер 38-39. Размер ноги 38-39. Вот, давайте я покажу, посчитаю вместе с вами, сколько петель нам необходимо. Носок. Меряем стопу, самую широкую часть. У меня это получилось, ну не у меня, а у человека, кто будет носить эти носки. Диаметр самой широкой части стопы 21 сантиметр. Далее считаем плотность ваших петель. Для этого вяжите образец примерно 10 на 10 или 10 на несколько рядов и меряете. Меряете таким образом, вот 10 сантиметров, и считаем, сколько петель входит в эти 10 сантиметров. В моем случае получилось в 10 сантиметрах 19 петель. У меня вот такое хорошее количество получилось. Значит, в 1 сантиметре у меня будет 1,9 петель. Но диаметр у нас 21 сантиметр, значит 21 умножаем на 1,9 равно 39,9 петель. Округляем, получаем 40 петель. Смотрите, это очень прямо хорошая цифра получилась, потому что у нас резинка 2 на 2, значит количество петель должно быть кратное 4. То есть если у вас получилось где-нибудь там, например, 42, да, вы можете, и если вы хотите вязать 2 на 2 резиночку, то вам нужно довести до числа, которое кратное 4. То есть выбрать тогда количество 44. Надеюсь, все понятно. Вяжем на спицах. На вот таких спицах сразу 2 штуки. Давайте наберем, значит, нам нужно набрать для каждого носка 40 петель. Набираем любым удобным для вас способом. Я набираю таким образом. Покажу. Может, кому-то понравится. Складываю 2 спицы вместе и начинаю вязать. Вот здесь у меня 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Набираем 40 петель. Забыла сказать, естественно, у вас должно быть 2 мотка. У меня эта пряжа то ли кавказская, то ли карачаевская. В общем, мне уверяли, что это полушерсть, но в каких соотношениях я не знаю. 2 мотка. Значит, с одного мотка мы набираем 40 петель, и с другого мотка набираем 40 петель. Давайте самостоятельно наберем и встретимся. Так, петли для одного носка мы набрали 40 петель, набираем для второго носка.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, я набираю 40, а вы набираете ваше количество петель. Я наберу еще 40 петель и встретимся. Так, набрали петли и для второго носочка. Смотрите, теперь переводим как бы относительно в середину нашей спицы и находим и делим пополам это количество. То есть в моем случае это 20 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сейчас проверю еще. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Все верно. Раз, вот таким образом делим пополам. Как бы между ними остается вот такая вот леска. Вторую тоже делим пополам. Смотрите, вот разделили пополам. Здесь у нас 20 петель и здесь 20 петель. И здесь тоже 20 и 20. Начинаем вязать. Смотрите, как мы это делаем. Буду начинать с этой стороны. Я вам предлагаю сразу отметить начало вашего вязания. Откуда вы начали. Так, я поставила маркер. Вы можете какую-нибудь ниточку привязать сюда. Все. И начинаем вязать. Как я это делаю? Начинаем вязать резинку. То есть будем вязать 2 петли лицевыми, 2 петли изнаночными. Вот эти наши клубочки, мы их ставим в разные стороны, чтобы у нас нитка не перепуталась. Сначала будет не очень комфортно, но зато вы потом поймете, какая прелесть, когда вы вяжете сразу 2 носочка вместе. Вот. Начинаем вязать. Я всегда начинаю с лицевых. Вяжу лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная. Вы можете вязать, как вам нравится. Вы можете вязать там резинку лицевую, изнаночную по одной, по 2, по 3. Как вам удобно, как вам больше нравится. То есть здесь как бы принципиального никаких принципов нет. Вяжите так, как вам нравится. Вяжите изнаночные так, как вам нравится. И лицевые тоже можете так вязать, можете с этой, вот с внутренней стороны вязать. То есть без разницы. Вяжем лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная. Половина одного носка, первый ряд мы связали. Смотрите, что мы делаем дальше. Вот как бы вот мы так вязали, потом разворачиваемся, начинаем тянуть за леску. Все, подтянули. И с этой стороны тоже спицу подтягиваем, чтобы нам удобно было вязать. Теперь мы будем вязать вот эту часть. Все, подтянули и продолжаем вязать. Опять лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная. Давайте самостоятельно свяжем и встретимся здесь. Так, смотрите, довязали первый ряд у одного носочка. Вот здесь такая немножко растянутая получается нить. Вы на это не обращайте внимания, по ходу вязания вот это аннулируется, эта растяжка. Начинаем вязать первый ряд второго носочка. Также начинаем с лицевой стороны, начинаем с лицевых петель.
лицевые, изнаночные, лицевые, изнаночная, так, довязываем первую часть второго носочка и последние 2 изнаночные. Связали. Еще раз показываю, как я протягиваю. Вот так мы вязали, раз, ручку повернули и тянем леску, чтобы у нас спица вошла в те петли, которые мы будем вязать сейчас. И вторую спицу тоже вытягиваем, чтобы можно было вязать. Смотрите, не перепутайте нитки первого носочка и второго носочка. То есть у каждого носочка свой клубочек, свои нитки. Это мы начинали сверху вязать. Смотрите, что мы дальше делаем. Мы продолжаем вязать резинку по рисунку. То есть где лицевые, над ними вяжем лицевые, где изнаночные, над ними вяжем изнаночные. Вот эту часть мы вяжем. Если вы хотите, чтобы у вас носочек был с разворотом, вот с таким, то, естественно, побольше вяжете вот количество, вот длину этой резинки, без всяких манипуляций, только резинку, вот эту часть. Если вы хотите, чтобы она была, вот, носочек прямо коротенький, то буквально пару рядов достаточно. Но я буду вязать примерно 3-4 сантиметра. Давайте свяжем каждый свою длину резинки и встретимся. Так, смотрите, я довязала вот такую длину нашей резинки. Это у меня получилось, сейчас померяем, 7 сантиметров. Это у меня длина резинки. Сейчас мы начинаем формировать пятку. Для этого нам нужны маркеры, 4 штуки. Нам нужно разделить середину на середине вот этой спицы и вот этой спицы с этой стороны и с этой стороны 2 петли. У меня 20 петель. Так, 1, 2, 3, 4 и 9. И здесь 2, 4, 6, 8, 9. Вот, выделили 2 петли. И здесь тоже сразу выделяем 2, 4, 6, 8, 9. И второй маркер прикрепляем. У меня четное количество 20 петель, поэтому у меня осталось 2 петли. Если у вас нечетное количество, значит у вас вы можете оставить или 1 петлю, или 3 петли. В общем, посередине выделяете 2 или 3 петли, или 1 петлю. Начинаем вязать, формируем пятку. До маркера вяжем по рисунку, то есть где у нас лицевые петли, там мы вяжем лицевыми петлями, где у нас изнаночные, вяжем изнаночными. Довязали до маркера, перекидываем маркер на спицу и делаем прибавку. Поднимаем
петельку и вяжем. Далее здесь все петли до следующего маркера вяжем лицевыми, связали. И здесь тоже перед маркером тоже делаем, протягиваем так петлю и провязываем. То есть прибавку сделали. Маркер перекидываем. У нас между маркерами получилось 4 петли. Далее мы вяжем по рисунку, опять же, над изнаночными изнаночные, над лицевыми лицевые. То же самое делаем со вторым носком. Смотрите, что мы дальше будем делать. Или давайте довяжем второй носок тоже. Так, делаем прибавки на втором носке, перекидываем маркер, затягиваем петельку и провязываем. Далее вяжем лицевыми до маркера. Опять протяжка, вяжем петельку, маркер перекидываем, далее вяжем по рисунку. И таким образом мы будем вязать, то есть сейчас скажу. Вот смотрите, там, где у нас маркеры, мы будем делать прибавки, а остальную часть мы будем вязать по рисунку. То есть сделали прибавки, следующий ряд мы вяжем по рисунку без прибавок. То есть здесь основную массу мы вяжем по рисунку, а между маркерами лицевые петли, только лицевые. Таким образом вяжем до того момента, как вот это вот количество петель, которое у нас было на спице, не удвоится. То есть в моем случае это было 20 петель, здесь у меня должно увеличиться до 40 петель. Вяжем по кругу, то есть там, где у нас резинка, вяжем резинку, между маркерами лицевые, через ряд делаем прибавку. Давайте таким образом мы свяжем и встретимся с вами. Так, у меня 38 петель. Мне осталось вязать один ряд с прибавлениями. И у меня уже будет 40 петель. Так, здесь вяжем по рисунку. Перекидываем, делаем прибавление, далее вяжем лицевые петли между маркерами. Еще одну прибавку. И вяжем по рисунку. Вяжем этот ряд на втором носочке тоже по кругу.
И второй ряд, который мы делаем без прибавок, делали без прибавок, не делаем. То есть вот после прибавления мы сразу начинаем другое действие. У нас будут уже убавления, будем формировать нашу пяточку. Давайте второй носок тоже довяжем, прибавки сделаем последний раз возле маркера, после маркера и до маркера. Свяжем по кругу, и вот здесь мы встретимся. Так, все прибавления мы сделали. Теперь убираем маркеры и переставляем в другое место. Будем делать убавки. Будем делать столько убавок, сколько прибавок делали. Только когда мы будем делать убавки, то есть в каждом ряду будем делать убавки. Когда мы делали прибавление, мы делали через ряд, а убавки будем делать в каждом ряду. Выделяем 2 петли посередине нашего носочка. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Так, второй маркер. Пропускаем 2 петли, крепим второй маркер, проверяем. Здесь тоже должно быть 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 и вот 19. Все верно. Смотрите, убавки мы будем делать таким образом. Сначала будем делать убавки на одном носочке полностью, а потом будем делать на втором носочке. То есть сейчас вот условно назовем это правый носочек. Будем делать убавки на правом носочке. Как мы это делаем? Опять же, там, где у нас резиночка, мы вяжем резинкой. Давайте довяжем до маркера. Так, там, где у нас резинка, мы вяжем резинкой, где у нас лицевые петли, вяжем лицевыми петлями. Вяжем последнюю лицевую петлю до маркера. Маркер перекидываем. Вяжем еще 2 петли. И вот этот маркер уже можно убрать. Вот эти 2 петли вяжем вместе. Еще одну петлю вяжем и переворачиваем наше вязание. Здесь у нас, видите, с этой стороны у нас изнаночные петли. Первую петлю мы снимаем, далее вяжем изнаночными петлями. Этот маркер тоже убираем. Нам уже будет наглядно видно, где нужно делать убавки. Делаем убавку. Провязываем вместе 2 петли. Еще одну петельку вяжем изнаночным. И переворачиваем вязание. Вяжем лицевыми петлями. Лицевую петлю снимаем. Вяжем лицевыми петлями. Смотрите, вот очень легко определить. Вот видите, у нас такая дырочка как бы получилась. Вот здесь мы будем делать как раз убавку. Поэтому мы маркеры сняли, они нам не нужны. Нам и так наглядно очень. Так, первую петлю сняли, не провязывая. Далее вяжем лицевые петли до места, где нам нужно делать убавку. Вот она.
провязываем вместе 2 петли. Провязали, вяжем еще одну петлю, разворачиваемся. Изнаночный ряд. Одну петлю, первую петлю снимаем, вяжем изнаночными, вот видите, вот здесь у нас большой пробел, значит вот здесь мы будем делать убавку. 2 петли, вяжем изнаночным вместе, вяжем еще одну петлю и разворачиваемся. Таким образом вяжем. Смотрите, вот у нас уже вот такая вот пятка формируется. Вот такая пятка формируется. Таким образом вяжем, пока у нас на спице, вот здесь у нас было 40, да, мы делаем убавки в каждом ряду до тех пор, пока у нас не будет 20, не останется 20 петель. То есть сколько прибавок мы сделали, делаем абсолютно столько же убавок. Первую петлю снимаем, далее вяжем лицевыми, вот дошли до большого пробела, вяжем 2 петли вместе лицевой и еще одну петлю вяжем, разворачиваемся. Таким образом давайте пятку довяжем самостоятельно, и здесь у нас останется 20 петель. Так, смотрите, у нас пятка на этом носочке уже готова. Вот как она выглядит. Вот какая у нас пяточка красивая получилась. Абсолютно то же самое делаем со вторым носком. Давайте вместе самостоятельно довяжем вот такую пяточку на втором носке и встретимся. Так, смотрите, пятки мы довязали. Я вам забыла сказать, что когда мы делаем убавки, один раз с этой стороны, другой раз с этой стороны делаем не обычную убавку, а делаем двойную убавку. То есть мы делаем убавку, то есть обычная убавка — это когда из 2 петель делается 1 петля. А я предлагаю делать из 3 петель 1 петлю. То есть захватываем 3 петли и провязываем в одну. Это нужно делать с лицевой стороны один раз, и когда вяжете с изнаночной стороны тоже один раз, и все, и тогда у вас четкое количество петель получится. То есть вернемся к исходному количеству петель. В моем случае это 40 петель, в вашем случае, ну, это ваше количество. Смотрите, еще раз покажу, как у нас пятка получилась красивая. Вот и с этой стороны. Получается, что у нас снизу мы вяжем лицевыми рядами, а сверху продолжаем вязать резиночкой. Вяжем таким образом по рисунку, то есть здесь резинку, здесь просто лицевыми петлями вяжем по кругу до длины, равной длине от пятки, от начала пятки до начала пальчиков. Меряйте свою длину и вяжите такое количество. Я буду вязать, сейчас скажу сколько, примерно 13-14 сантиметров я буду вязать. А вы вяжете свое количество. То есть опять же вяжем по кругу, ничего не меняя,
и периодически замеряя длину. Давайте самостоятельно довяжем до пальчиков и встретимся. Так, я довязала до пальчиков. Давайте померяем длину. Вот, у меня получилось 14 сантиметров. Мне этой длины достаточно. И я начинаю уже сужать носочки наши. Как мы это делаем? Мы будем делать 4 убавки в каждом ряду. То есть, опять же, вяжем по кругу. И в одном круге у нас будет 4 убавки. Смотрите, как я это делаю. Первую петлю мы снимаем. Вторую петлю делаем убавку. Я уж не буду рассказывать, как это делаю, я просто показываю. Раз убавка. Далее вяжем по рисунку до конца, почти до конца ряда, не доходя 3 петли до конца ряда. Так, осталось у нас 3 петли. С левой стороны убавку мы делаем вот таким образом. Смотрите, захватываем с этой стороны и провязываем 2 петли вместе и последнюю провязываем лицевой петлей. Давайте еще раз покажу на другом носочке, как я делаю убавку. Первую петлю провязываем лицевой. Далее будем делать убавку. Смотрите, мы переставляем немножко петельки и провязываем, чтобы вот это вот направление было налево. То есть нам нужно с этой стороны, чтобы вот такое направление было, а с правой стороны такое, то есть направление к центру. Далее вяжем лицевыми. И с левой стороны у нас будет убавка, тоже направление к центру. Вот у нас 3 петельки остались. Я немножко вот так вот удлиняю петельку, чтобы удобно было делать убавку. Петельки удлинила, захватываю 2 петли вместе, провязываю и последнюю лицевую петлю переворачиваю. Так, перевернули, и здесь, смотрите, мы здесь вязали резиночку, 2 лицевые, 2 изнаночные. Далее мы будем вязать только лицевыми петлями. Так, первую петельку провязываем, вторую и третью провязываем вместе. Для этого мы так вот перестраиваем их немножко и провязываем. Далее вяжем лицевыми, не доходя до конца ряда, 3 петли. Так, смотрим, у нас 3 петли осталось. Немножко удлиняю, вот так вот протягиваю петельку и делаю убавку. И последнюю петельку провязываем. То же самое делаем с этим носочком. То есть, смотрите, далее мы вяжем таким образом, делая убавки в начале и в конце ряда.
Последние петельки, последнюю первую петлю мы провязываем одиночными. После первой и перед последней петлей делаем убавки. Таким образом делаем убавки, вяжем по кругу до того момента, пока у нас на каждой спице, вот с этой стороны и с этой стороны, не останется по 6 петель всего. Давайте до этого момента мы свяжем самостоятельно. И когда у нас останется на каждом носочке 12 петель, 6 здесь и 6 здесь, встретимся с вами. Так, смотрите. Все, я довязала до того момента, когда у меня здесь 6 петель. 1, 2, 3. И здесь 1, 2, 3. Отрезаем нить, оставляя сантиметров 20. Берем иголку. И будем закрывать эти петельки. Смотрите, как мы будем закрывать. Когда будете закрывать, смотрите, чтобы у вас нитка отходила от дальней спицы. Так, заходим в эту петлю с лицевой стороны. Заходим и скидываем ее. Стянули. Во вторую петлю заходим с изнаночной стороны. Теперь с этой спицы заходим в первую петлю с лицевой стороны и сразу скидываем ее. И в следующую петлю заходим с изнаночной стороны. Так. И опять заходим с лицевой стороны и скидываем петельку. И заходим с изнаночной стороны. Петлю оставляем. Заходим с лицевой стороны, скидываем петельку, заходим с изнаночной стороны, оставляем петлю. То есть поняли, да? С лицевой стороны заходим и скидываем. Потом на той же спице заходим с изнаночной стороны в эту петлю. И переходим к другой спице. Так, осталось 4 петли у нас. Все, и остались последние петельки.
Смотрите, как мы закрыли петельки. Красота, да? Как будто у нас вязание продолжается вот таким образом. Далее заходим вовнутрь носка. Закрепляем, делаем маленькие узелки. Так, прячем нить, проходя через петельки. Лишнюю нить отрезаем. И смотрите, что у нас получилось. Такой очень красивый носочек. Маркером можно снять уже. Он нам не нужен. Аналогично закрываем второй носочек. Мне очень нравится этот метод вязания носочка. Во-первых, не нужно считать там, чтобы они носочки одинаковые получились. Во-вторых, это очень красиво. Согласитесь, красивый носочек получился. То есть сверху будет вот такой вот носочек. Сбоку вот такой. Мне особенно нравится вот эта часть. Очень красиво закрываются петельки. Ну, пяточка тоже очень нравится. Друзья, если вам нравятся мои мастер-классы, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Ставьте лайки. Друзья, я продолжаю закрывать петельки у второго носочка. От вас жду лайки и комментарии. Очень жду ваши похвастушки. Буду рада, если будете вязать по моим мастер-классам. Ну все, всем удачи. Всех целую. Пока.